Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге собраны 5 лучших игровых рулей для ПК, которые можно купить в 2025 году. Есть недорогие варианты для начинающих, но в основном, конечно, рули дорогие. За пару тысяч рублей ничего купить не получится. Тут, как говорится, симрейсинг может сделать тебя миллионером, если до этого ты был миллиардером. Я отобрал 5 моделей. В процессе разберемся, что из себя представляют эти рули, для кого подойдут, чем хороши, насколько качественно собраны и вообще какие ощущения передают в играх. А чтобы вы могли узнать актуальную стоимость моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. На 5-м месте стоит Hori Racing Wheel Overdrive. Недорогой и простой руль, вообще без наворотов и даже без обратной связи типа вибрации. Можно сказать, подойдет ребенку на подарок, взрослому человеку будет скучно. Внешне руль выглядит достаточно симпатично и спортивно, с красной нулевой отметкой, серебристыми вставками, ну и само колесо не маленькое, диаметром 28 см. Вот только о качестве материалов говорить особо не приходится. Кроме мягкой обивки руля, все пластиковое и достаточно хлипкое. То есть бить по рулю и выплескивать на него эмоции не стоит. Крутится Hori на 270 градусов, можно ограничить до 180, то есть совсем для простых аркадных гонок, а не для какого-нибудь дрифта или Евротрек-симулятор. Хотя если ребенку захочется, тут уже ничего не остановит. Подключается руль к ПК по проводу, с этим проблем никаких не будет. Там все интуитивно понятно, можно даже просто ребенку дать, он сам разберется. Управление и кнопки адаптированы под Xbox. В специальном приложении все можно настроить под себя. Отдельной коробки передач в комплекте нет. Вместо нее за рулевым колесом лепестки, что тоже неплохо. Но то, что пластиковые, плохо. А вот блок на 2 педали имеется. В игре педали особо не ездят, но не лишним будет упереть их во что-то. По их пригодности особо сказать нечего. Нажимаются без какого-либо сопротивления. У тормоза ход короткий, газ длиннее. Но всего хватает, чтобы просто погонять в простейшие гонки. 4-е место занимает ArtPlace V1500. Тоже недорогой руль, плюс-минус за те же деньги, что и предыдущий Hori, но уже немного навороченнее. Подойдет либо для взрослого человека, который только хочет опробовать симрейсинг и какое-то управление, пускай даже в ETS, ну либо ребенку в качестве руля с большим функционалом, чем у прошлого Hori. Руль подключается к ПК без проблем. Еще он совместим с консолями от Xbox и PlayStation, но это так, на всякий случай. Базово по внешней части у ArtPlace нет никаких отличий от прошлого Hori. Спортивный стиль, красная нулевая отметка и все такое. Но вся конструкция из такого же дешевого тонкого пластика, к которому нужно очень бережно относиться. Поэтому каких-то особых ощущений дорогой вещи не ощутите. Ну и от легкого прикосновения тоже ничего не разваливается. Так что бережное пользование спасет мир и этот руль. С подключением руля вскрываются плюшки. Тут уже и угол поворота на целых 1080 градусов, а это 3 полных оборота руля и какой-никакой форс-фидбэк, хотя бы из обычной вибрации. А еще есть отдельное приложение на смартфон. Там можно довольно детально настроить всякие тонкие моменты типа силы обратной связи, угла поворота, тугости прокручивания и еще куча разных мелочей. В общем, тут уже можно и в Евротрак с ралли повеселее покататься и зайти в гонки посерьезнее, чем Mario Kart. Все это доставит эмоции от виртуального вождения на любительском уровне. Хотя шумит руль знатно, идею покатать среди ночи ваши сожители точно не оценят. Управление практически такое же, есть 2 лепестка и 18 кнопок с учетом крестовины. Их функционал тоже настраивается и переназначается. Поднимаемся на уровень выше, Logitech G29 Driving Force на 3-й строчке. Этот руль уже серьезнее по всем параметрам. Для тех, кто уже наигрался с бюджетным и теперь ищет что-то получше, но отдавать месячную зарплату за топовых представителей рынка желания нет. Подключение простое, вставил провод, зашел в игру, подстроил параметры и вперед. Оплетка у руля прочная, это сразу чувствуется. Однако, если у вас был какой-нибудь руль из прошлых поколений типа Logitech G25 или G27, вы сразу заметите, что качество материалов уже не то. Кожа стала тоньше, швы грубее. Хотя все приятнее после пластика и дубовой резины. Еще Logitech G29 отличается педалями. Во-первых, их тут 3, сцепление подвезли.
Во-вторых, они металлические, прочные, не скользят и не уезжают от вас во время заезда. Конечно, если излишне не усердствовать. Некоторым может показаться, что тормоз мягковат, но это можно поправить настройками в игре. Коробки передач в комплекте нет, хотя раньше в старых моделях Logitech она была. Теперь только лепестки, но они, кстати, выполнены на уровне. Нержавейка, приятный ход, нажимаются мягко и почти бесшумно. По удобству они даже уделывают некоторые модели от топового Trustmaster. Руль крутится на 900 градусов, плавно и мягко, не рвано, не задумчиво, как некоторые конкуренты. Да, шумит из-за своей внутренней конструкции, по-другому просто быть не может. Но радует обратная связь. Не эталон, конечно, но при управлении чувствуется больше мелких стыков и кочек, чем на бюджетных рулях с вибрацией, подобной вибромотору смартфона. В целом, если вы переходите с простенького руля, например, как прошлые два, разницу заметите сразу. А вот если хотите максимально реалистичный опыт, лучше уже смотреть в сторону моделей подороже. Например, от тех же Trustmaster. Logitech G29 как переходная ступень. Второе место занимает Trustmaster T300 RS GT. Это уже серьезная заявка на гоночный киберспорт. Соответственно, тут и деньги другие крутятся. Хотя все равно до флагманских Fanatic еще далеко. Поэтому Trustmaster T300 – руль, ценник которого не улетает в стратосферу, но ощущение дает покруче даже прошлого Logitech. Конкретно версия RS GT – одна из самых популярных. Все продумано, настроено и доведено до ума для максимально комфортного погружения в виртуальные трассы. По удобству этот руль хорош. Рулевое колесо обшито плотной эко-кожей, не стирается, не засаливается, да и на ощупь что надо. Эргономика на уровне, хват удобный, 13 кнопок под рукой, ничего лишнего. Лепестки не такие мягкие, как у G29, но нажимаются четко и бесшумно. А вот по обратной связи Trustmaster уже играет в другой лиге. Тут другой механизм, Direct Drive называется. Руль получается не таким шумным, более четким, мощным и с детализированной обратной связью, которая передает ощущение сцепления с дорогой. Можно спокойно заходить в дрифт или проходить раллийные спецучастки, не теряя контроля. Также педали совсем другие по качеству. Блок состоит из 3 педалей. Они металлические, тяжелые, имеют разные регулировки. Пружину тормоза можно хорошо натянуть так, что по педали действительно нужно будет, что называется, бить. Поворачивается руль на 1080 градусов. Так можно заходить в любую игру. От аркад до хардкорных симуляторов вроде Assetto Corsa и ETS. Так что получается действительно рабочий инструмент, а не просто руль для ребенка на попробовать. Лидером рейтинга стал Trustmaster T818 Ferrari SF1000 симулятор. Это официальная лицензированная копия руля реального гоночного автомобиля Ferrari SF1000 2020 года в масштабе 1 к 1. Только посмотрите на его оснащение. Там столько кнопок и разных крутилок, что аж глаза разбегаются. Само собой, такой руль заинтересует по большей части только тех, кто уже в теме и понимает, что к чему. Давайте сразу обозначим, что руль в основном для кольцевых гонок. Не обязательно Формула-1, но всякие ралли и Евротрак явно не про этот Trustmaster T818. На штурвале в общей сумме 25 разных кнопок, сзади идут 4 лепестка. Все это настраивается и может понадобиться. Из интересного 4-дюймовый дисплей. Вот он как раз особого смысла в себе не несет, если вы играете не в Формулу-1. От него только там какой-то толк есть. Из минусов – пластиковые вставки на самом штурвале. Сама база металлическая, тяжеленная, но вот это пространство с кнопками из пластика. Необычные ощущения доставляет обратная связь флагманского уровня с крутящим моментом до 10 ньютон-метров. Для понимания, силы в 10 ньютон-метрах хватит, чтобы руль вылетел из рук при каких-нибудь резких разворотах. Не исключены даже травмы, неопытным гонщикам нужно быть осторожными. Но обратную связь, само собой, можно настроить в приложении, чтобы постепенно прийти к комфортному уровню. Также к рулю не прилагаются педали, их нужно докупать отдельно. По цене выйдут примерно наполовину этого штурвала. Но профессиональный симрейсинг он такой, все нужно собирать конкретно под себя. При желании можно и КПП купить, и ручник, это уже зависит от гонок, в которые вы катать собираетесь. Ну и если это не просто кольцевые серии, где такой штурвал может быть неудобен, то могу предложить альтернативу. Trustmaster Racer Ferrari 488. Это круглое колесо с такой же топовой начинкой, только полностью металлическое. Из минусов – обшивка алькантарой.
В идеале играть с перчатками, чтобы материал прослужил дольше. Но философия у руля та же, только для жестких фанатов симрейсинга с серьезным бюджетом и большим желанием развиваться. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можно посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.